know what you're thinking. I bet you never tell him how it feels. I bet you never even try to be real. Ребята, узнаете эту машинку? А это место? А вот это узнаете? Как вы догадались, мы просочились в Махараштру без тестов. Наверное, многие не видели его достроенным. Этот форт называется Реди форт. Цветок вянет. Да нет, на самом деле это мимоза стеснительная. По-моему, так вот этот цветок называется. Стесняшка. Смотри, какая. Итак, ну мы, в общем-то, идем туда, на форт. Посмотреть, как он выглядит монсун. Мы, кстати, не видели. Прям в сам монсун мы видели после монсуна уже. В сентябре, по-моему, здесь были в прошлом году. Сейчас выглядит Реди форт. Вот так вот и выглядит. Достроено уже. То есть, получается, вот эту стену оставили, вот это добавили. Там вот, не знаю, видно вам. Там тоже это старое все. Вот это вот все новое. Лесенки сделали. Когда вообще в Индию приехали, первый раз на форт пришли, тут как раз строительство шло. Вот, сейчас уже, мне кажется, не закончили строительство. Да, мне кажется, не будут реставрировать. Мне кажется, его оставят так вот. Птица какая-то синяя была. Мама. Можно побродить, когда особенно никогда никого нет, помедитировать. Тишина, птички чирикают. Ну, как всегда, налетами. Сейчас быстренько пройдемся. Посмотрим. Ну, оно на самом деле уже рушится. Вот эта часть. Если ее не реставрируют, то она просто развалится и все. И ничего не будет. Тут, кстати, в прятки можно играть. Такие маленькие комнатки. Дверки маленькие. Дверки реально низкие. Вот такие. Как раз вот я прохожу, еще и нагибаюсь. О. Сейчас тупик. Вот это да. Вот дерево просто взяло и на стене выросло. О, синяя птица опять улетела. Она меня куда-то ведет. Тут был большой зал какой-то. Наверное. Штукатуренный даже. Мне кажется, он на самом деле, может быть, даже в нашем веке еще действовал. Ну, в смысле, не в нашем, а в 20-м имею в виду. Ну, может, в 19-м. А потом раз и не действует больше. Все просто уехали отсюда. Почему-то. О, вот это дерево вообще супер. А вот это дерево упало. Вот оно наверху было на стене и рухнуло. Итак, друзья, мы сделали прогулочку по форту монсунному. Ну, в принципе, вот на этих стенах, ну, чуть-чуть моха. Вообще чуть-чуть. Ну, видимо, со временем, года через 2, в это время тут, наверное, скорее всего, начнется уже то же самое, что и на всех старых кирпичах. Они прям зарастают все зеленым. А тут так, чуть-чуть пока. Когда свежий кирпич, короче, положен, не так много мха. Ну что, мы на пляже Реди-Бич. Мы целый год здесь не были. А там вот собака выла. Хочет сюда попасть, на этот берег. Но боится переплыть. Угу. Сюда надо. Собака решила переплыть эту реку. И вуаля. В принципе, как и все люди, переплывают с Реди-Бич на Парадайз, потому что ехать в объезд очень далеко. Ну, не очень далеко, но где-то минут 40, наверное. А тут просто раз и переплыл речку, и уже на Парадайзе.
Раки-отшельники бегают, вон. Этот вон в какой ракушке себе нашел. Спрятался. В разных ракушках, короче. Письками меряются, у кого лучше ракушка. Первый раз такую увидела. Драконья какая-то. Драконья ракушка. Угу. С крапинками красными. Похоже на титю. Мы сейчас поедем на Парадайз. Если заблудимся, навигатор включим. А так-то вроде дорога там не сложная. Я вроде помню, как туда ехать. Давно там не были. А мы уже пробрались на пляж Шарада, он же Парадайз. Природа здесь похожа на пляж Кирим. Тут даже и деревья также похнутило, кстати. О, немало деревьев. Это соседний пляж. О, нифига себе. Мы раньше тут спускались, а сейчас тут обрыв. Ха-ха. Вот эти камни в сезон лежат под песком, под большим слоем песка. И в сезон дождей здесь все размывается. То есть вот эти камни всплывают. Когда будет сезон, вы снова не увидите эти камни, здесь будет горы песка. Вот так вот выглядит пляж Парадайз в штате Махараштра. Остановились в местной кафешке. Ну тут только самосы, да, котлеты какие-то. Да, 10 рублей, в общем, такая штучка Такие стоит. малюсенькие. Картошка и соль, вот эта желтенькая. Тут такой вид открывается шикарный. А то что-то мы проголодались, и мы не обедали, в принципе. Мы позавтракали и часа в 2 топнули. Поехали-то вообще на Кирим. И подумали, почему бы в Махараштре не попробовать просочиться. В общем, просочились. Как говорил Брюс Ли, стань водой. Thank you. По-индийски. Позавтракали, поужинали, пообедали вот в этой лавочке. Все у нас вышло в 50 рупий. Вот эти две, они называют и кутлет какой-то. Кутлес или катлес, в общем, и чай. Дождик крапит, кстати. Итак, ребята, в общем, мы сейчас поедем на пароме. Сейчас, я думаю, еще что-нибудь перекусим где-нибудь в кафешке, потому что, ну, мы просто закинули, чтобы короче, не голодными быть. Перекус, короче. Нет, паром. Паром там. Мы сейчас поедем на пароме. Он уже барахлит, там что-то тарахтит. Здесь река соединяется с морем. Мы ехали по мосту оттуда, Да, вот там вот мост. а сейчас мы хотим поехать здесь. На том берегу находится деревня Кирим. И, кстати, вот эти вот елочки, это вот как раз пляж Каурины. Казурина, по-моему. Казурина. Или... Лена у нас ботаник же, вы не в курсе, да, наверное? Да, она уже знает тут, что как называется. В общем, там пляж уже находится. Кирим. Ну, отличная прогулка сегодня у нас была. Собачки отдыхают. Он еще не пришвартовался.
Итак, друзья, прокатимся на лодочке вместе с нами. На пароме. Пойдем туда? Стоит, зубы чистит и поправляет цепь. У индийцев так принято постоянно зубы чистить. Меня, наверное, плохо будет слышно. Дождь пошел, ливень. Мы, в общем, заехали в ресторанчик наш в Кириме, любимый. Поесть гоби манчжуриан вкусный. Вот такой вот ливень на улице. Ливень колодец такой силы, что, наверное, не слышно ничего. В общем, Лена говорит, что мы вовремя заехали в ресторанчик. Мы как раз только заехали, и ливень пошел. Но мы увидели, что тучка идет, что по-любому надо куда-то прятаться. Итак, друзья, это меню в этом ресторанчике. Цены тут, ну, средние, в общем. Мы уже показывали эти цены. Ну, кто не видел, это еще в прошлом году мы показывали. Мы здесь очень любим, раньше брали гоби манчжуриан, он здесь стоил дешевле, сейчас немножко. Да, он раньше стоил 80, сейчас 90. Так, друзья, это рис с курицей, и там еще яичко разбито. Называется chicken fried rice, ну кто не знает. А это гоби манчжуриан. Это цветная капуста в кляре, плюс перчик вот этот зеленый, он очень острый. Ну и зелень, там лучок. Лучок крупный такой порезанный. В общем, вот, блин, вот гоби манчжуриан везде готовят по-разному. Где-то готовят как тефтельки такие кругленькие, а где-то вот... А да. здесь он такой прям как будто в соевом соусе. Тут какой-то еще соус, а тут просто кетчуп. Это острый? Вкусно. Просто объедение. Здесь очень вкусно готовят. О, вот этот острый. У нас тут романтика такая. Подождем. Ее дождик, играет индийская музыка. Вкусная еда. Despacito, quiero darte otro cuero despacito. Deja que te diga cosas al oído.